Помнишь закваску из моих шотс на этой неделе? Вот такой хлеб я испекла. Мягенький, ароматненький. И, кстати, если ты еще не видел мои шотс, то обязательно подпишись, чтобы не потерять эти видео. Нажми на колокольчик, потому что впереди еще много интересного. Я здесь рассказываю все про хлеб, как его готовить. И меня зовут Мариетта. Сейчас я покажу, как готовить этот хлеб. А в конце видео мы его разрежем. И, конечно же, попробуем. Для нашего хлеба нам понадобится 300 грамм муки, 180 грамм теплой воды, если хотите сегодня печь, и холодной воды, если будете оставлять это все в холодильнике на ночь. Потом еще нам потребуется 60 грамм закваски и 6 грамм соли. Сейчас мы это не добавляем, объясню почему. Смешиваем муку с водой для того, чтобы начинался процесс, который поможет нам сделать хлеб вкуснее. Вот это вот перемешанное, можно рукой, лопаткой, оставляем минут на 20. После этого мы добавим закваску, соль и будем вымешивать до гладкости теста примерно тоже минут 20. И тогда у нас получится вкусный хлеб. И, кстати, если вы хотите быстрый хлеб, то это хлеб на дрожжах, потому что хлеб на закваске – это медленный хлеб. Он готовится 4-5 часов. Часто его оставляют все тесто на ночь в холодильнике, чтобы с утра печь. То есть длительная ферментация у хлеба на закваске, но тем самым он считается более полезным, более вкусным, чем хлеб дрожжевой. Я люблю и дрожжевой хлеб, и на закваске. И также делаю хлеб на закваске вместе с дрожжами, что тоже очень вкусный и полезный хлеб. Потому что вот это вот мнение о том, что промышленные дрожжи вредны, я с этим вообще не соглашусь. Все, оставляем минут на 20-30, накрыв пленочкой, и встретимся чуть-чуть попозже. Прошло 20 минут. Посмотрите, наше тесто какое стало. Вот. Уже пошел процесс. Сейчас я добавляю закваску. Напоминаю, 60 грамм. Я все напишу в описании. И подробный рецепт, и подробную инструкцию, и варианты, если вы захотите печь на следующий день, тоже опишу. Все, сейчас я ставлю в машинку вот эту массу нашу. И потом почти в конце вымешивания добавлю соль и покажу, что получилось в итоге. Все, я замешала тесто. Нужно смазать миску растительным любым маслом. Вот такое у нас тесто получилось. Вот, посмотрите. Очень красивое. Вот. Почти ничего не липнет к рукам. Теперь мы его немножечко скруглим. Может быть, небольшой хлебушек. И положим в миску на поднятие, на расстойку, брожение. Примерно 24-26 градусов должно быть у вас. Где-то около 3 часов, может быть 4, если у вас может быть вдруг холоднее дома. Накрываем пленкой, шапочкой для душа и оставляем. Через каждые 2 часа, может быть через 1,5 часа, посмотрите, как ведет ваше тесто, мы будем складывать его. И я покажу. Так, прошло у нас 2,5 часа. Вот такое тесто. Сейчас я сформирую форму, ту, которую собираюсь делать. Уложу в такую мисочку. Мисочка с тряпочкой, с марлей, с любой холщовой тряпочкой, посыпана обильно мукой. Это нужно будет для расстойки. Опа, чистенькая. Еще один из показателей того, что тесто хорошо подошло, это именно чистая миска, то есть ничего не прилипает. Сильно не прижимаем тесто. Все, сложили, оттянули края, сложили и заворачиваем.
и заворачиваем. Вот такой хлебушек у меня будет. Я его уложу. И все, расстойка занимает примерно час, час 20. Все опять же зависит от температуры, зависит от атмосферного давления, от чего угодно зависит. Если какие-то у вас вопросы возникают, пишите в комментариях, объясню, если что-то непонятно. Через 1,5 часа встречаемся. Где-то через час включайте уже духовку на 230 градусов. За полчаса как раз духовка нагреется, и будем выпекать наш бездрожжевой хлеб. Посмотрите, хлеб поднялся, просто какое-то сердечко, как мило. Теперь нужно, вот видите, разошлись краешки, ничего страшного, нужно их соединить, не сжимая сам вверх, вниз, не нажимать хлеб, соединить все. Такое сердечко заштопали. Так, теперь у меня такая лопата специальная. И хочу сделать красивенький надрез. Все, мы побежали в духовочку. Пока-пока. Прошло полчаса, и вот такой хлеб у нас получился. Он очень хрум-хрум. Сейчас я разрежу и покажу. Смотрите. Вау! Я всегда восхищаюсь. Сколько пеку, столько восхищаюсь. Сейчас я его попробую. Вот он, какой красавчик мой. Знаете, кстати, здесь есть оливковое масло. Обожаю хлеб с оливковым маслом. Это стоит печь. Кстати, извините, что жую, но нарезали хлеб, положили в морозилку с утра, достали 2 куска в тостер, и он будет точно такой же мягкий, как будто только что испекли. Подписываемся, ставим лайк, нажимаем на колокольчик. До новых встреч!